1 секунда. Ничтожная. Смешная. Ты даже не заметишь, как она пролетит. Но именно столько отделяет тебя от бездны, где ломается все, что человечество называет наукой. За секунду до Большого взрыва не было ничего. Ни пространства, ни времени, ни атомов, ни даже пустоты. Пустота – это тоже что-то. У пустоты есть размеры, геометрия, законы. А там не было даже пустоты. Современная физика умеет измерять расстояние до галактик в 13 миллиардов световых лет. Она ловит гравитационные волны, рябь в ткани реальности, которая возникла, когда 2 черные дыры слились в 1,5 миллиардах световых лет отсюда. Она заглянула внутрь протона и нашла там кварки. Она открыла бозон Хиггса и подтвердила теорию электрослабых взаимодействий. Но задай один простой вопрос. Что было за секунду до? И вся эта мощь рассыпается в прах. Уравнения дают бесконечность, теории встают на колени. Самые блестящие умы планеты разводят руками. Сегодня мы отправимся туда, откуда никто не возвращается прежним. Ты узнаешь, что скрывается за горизонтом нашего понимания. Мы пройдем через сингулярность, где нет места времени. Мы заглянем за планковскую стену, где привычная физика перестает работать. Мы столкнемся с теориями, которые опережают свое время на десятилетия. И вот что важно. Мы не будем говорить о бессмысленности. Мы поговорим о масштабе, о том, как физика описывает невозможное, и о том, почему существование – это, возможно, единственная опция в меню реальности. Пристегни ремни. Путешествие начинается прямо сейчас. Представь, что ты лежишь на траве вдали от городских огней, смотришь вверх, видишь звезды – белые, голубоватые, красноватые, мерцающие и спокойные. Каждая из них термоядерный реактор масштаба, который мозг отказывается осознавать. В центре нашего Солнца каждую секунду 600 миллионов тонн водорода превращаются в 596 миллионов тонн гелия. 4 миллиона тонн массы исчезают, превращаясь в энергию. 4 миллиона тонн в секунду. Это эквивалентно миллиарду водородных бомб каждое мгновение. И это наше скромное Солнце. Есть звезды в сотни раз больше. Есть звезды, которые в 1000 раз ярче. Есть звезды, которые заканчивают жизнь за несколько миллионов лет, а не за 10 миллиардов, как наше светило. Но все это вторичное. Это последствия. Это результат. А теперь представь, что мы отматываем время назад. Быстро. Галактики сходятся, как автомобили на трассе при включении обратного хода. Столкновения, которые длились миллиарды лет, сворачиваются в мгновение. Звезды сливаются в газовые облака, атомы распадаются на ядра и электроны, ядра на протоны и нейтроны. Мы приближаемся к моменту, когда не было даже протонов. Когда не было даже атомных ядер, только кипящая плазма из кварков и глюонов, материя в ее самом первозданном виде. Но это еще не начало. Отматываем дальше. Кварки и глюоны тоже исчезают. Остается только энергия, чистая энергия. Ни частиц, ни полей, ничего. Только потенциал, только возможность. И мы все еще не дошли до момента, который называем Большим взрывом. Мы только приближаемся. Стандартная история рождения Вселенной красива и стройна. Ее преподают в школах и университетах. Ее показывают в фильмах National Geographic и Discovery. Ее пересказывают в научно-популярных книгах миллионными тиражами. 13,8 миллиарда лет назад вся материя, вся энергия, все пространство и все время были сжаты в сингулярность. Точку меньше атома, меньше протона, меньше любой величины, которую ты можешь себе представить. По сути, у нее не было размера вообще. Это был ноль, который содержал в себе бесконечность. Вся энергия, которая сегодня размазана по сотням миллиардов галактик, была сжата в точку без объема. Вся информация, все возможные частицы, все поля, все квантовые состояния в одной математической точке. Плотность – бесконечность. Температура – бесконечность. Кривизна пространства-времени – бесконечность. А потом, по причине, которую никто и ничто не может объяснить, эта точка взорвалась. Но здесь кроется ловушка для человеческого ума. Она не взорвалась в пространство, потому что пространство не существовало. Она взорвалась, создав пространство. Она не взорвалась в ИО времени, потому что времени не было. Она взорвалась, запустив время. Это и есть Большой взрыв. Момент рождения всего сущего. Альфа без предшествующей буквы. Первая страница книги, у которой нет обложки. Первое событие в цепи событий, которому не предшествовало ни одно другое событие. По крайней мере, так говорит стандартная модель.
В первые мгновения после этого события Вселенная прошла через фазу инфляции, стремительного расширения. Это не похоже на взрыв бомбы, где осколки разлетаются в пустоте. Инфляция – это расширение самой ткани пространства. Представь, что ты рисуешь точку на резиновом шарике, а потом начинаешь надувать шарик. Точка увеличивается не потому, что она движется по поверхности, а потому, что само пространство, в котором она находится, растягивается. Резина между частями точки удлиняется, появляется новое пространство, которого не было раньше. Вот так работала инфляция. За время, которое невозможно измерить ни одним существующим прибором, за 10 в степени минус 30 – 2 секунды. Крошечная область пространства раздулась до масштабов, превышающих все, что мы сегодня можем наблюдать. Область размером меньше атомного ядра стала больше, чем вся наша Вселенная. Расширение произошло быстрее скорости света. Это не нарушает теорию относительности, потому что расширялось не вещество, а само пространство. Пространство может расширяться с любой скоростью. Температура в эти первые мгновения составляла триллионы триллионов градусов. Материя еще не существовала в привычном нам виде. Это был кипящий суп из элементарных частиц и антиматерии, из кварков и глюонов, из фотонов и нейтрино, из энергии в ее чистейшей самой первозданной форме. Частицы и античастицы рождались из энергии и аннигилировали обратно в энергию с такой скоростью, что само понятие «частица» теряло смысл. Это была пена. Квантовая пена, как ее иногда называют физики. По мере расширения Вселенная остывала. Когда температура упала достаточно низко, кварки перестали свободно летать и объединились в протоны и нейтроны. Это произошло через 10 в степени минус 6 секунды после Большого взрыва. Через 1 миллионную долю секунды. К тому моменту Вселенная уже была размером с Солнечную систему. Протоны и нейтроны образовали первые атомные ядра, в основном водород и гелий. Этот процесс занял около 3 минут, 3 минуты после Большого взрыва. За это время определилось соотношение водорода и гелия во Вселенной, примерно 75 на 25%. Это соотношение сохраняется до сих пор. Любая звезда, любой газовый гигант, любая планета имеют тот же химический состав в своей основе. Атомы водорода в молекулах воды, которую ты пьешь, были созданы в первые 3 минуты после Большого взрыва. Им 13,8 миллиарда лет. Потом наступила тишина. Прошло 380 тысяч лет, и Вселенная остыла настолько, что электроны смогли прикрепиться к ядрам и сформировать первые полноценные атомы. До этого момента электроны не могли сесть на орбиты. Фотоны, кванты света, постоянно выбивали их обратно. Но когда температура упала ниже 3000 градусов, это стало возможным. В тот самый момент свет, до тех пор запертый в плазменном тумане, получил свободу. Вселенная стала прозрачной. Мы наблюдаем этот свет сегодня. Он пришел к нам со всех сторон, ослабленный, растянутый расширением Вселенной, превратившийся из ослепительного сияния в едва уловимое микроволновое шипение. Его называют реликтовым излучением. Это самый древний свет в космосе. Фотография новорожденного мира, сделанная через 380 тысяч лет после его появления на свет. Спутник Планк снимал эту фотографию с беспрецедентной точностью. Он измерял температуру микроволнового фона с точностью до миллионных долей градуса. И именно на этой фотографии оказались те самые аномалии, о которых мы поговорим позже. Аномалии, которые заставляют ученых пересматривать основы космологии. Красивая история, правда? Стройная, логичная, подтвержденная данными, с точностью до долей процента. Но вот где начинается трещина в фундаменте. Эта история не объясняет, что было до сингулярности. Она не объясняет, почему сингулярность существовала. Она не объясняет, откуда взялись законы физики, управляющие Большим взрывом. И более того, она даже не может корректно описать сам момент Большого взрыва. Почему? Потому что в точке сингулярности плотность и температура стремятся к бесконечности, а бесконечность в физике – не ответ. Это сигнал тревоги, это надпись. Твоя теория сломалась. Посмотрим на сингулярность внимательнее. Общая теория относительности Эйнштейна – лучшая теория гравитации, которую создало человечество. Она предсказала существование черных дыр задолго до того, как их обнаружили. Она предсказала гравитационные волны, и 100 лет спустя детекторы Лига их зафиксировали. Она объясняет искривление света вблизи массивных объектов и замедление времени. Но в сингулярности общая теория относительности дает бесконечные значения. Почему?
Потому что в сингулярности кривизна пространства-времени становится бесконечной, а уравнения Эйнштейна, работающие с конечными величинами, просто не знают, что делать с бесконечностью. Они перестают быть применимыми. Это похоже на то, как если бы ты пытался измерить температуру в центре звезды обычным комнатным термометром. Термометр просто расплавится. Это не ошибка термометра. Это означает, что ты используешь неподходящий инструмент. Точно так же общая теория относительности – неподходящий инструмент для описания сингулярности. Квантовая механика, вторая великая теория 20 века, описывает мир элементарных частиц с феноменальной точностью. Ни одна теория в истории науки не имела такого количества экспериментальных подтверждений, как квантовая механика. Транзисторы, лазеры, атомные часы, медицинские томографы, смартфоны – все это работает благодаря квантовой механике. Но квантовая механика тоже не может справиться с вопросом о том, что было до Большого взрыва. Потому что квантовая механика работает в рамках пространства и времени. Она описывает, как частицы ведут себя в пространстве, как они меняются во времени. Уравнение Шрёдингера, уравнение Дирака – все они содержат переменные координата и время. Но если нет ни пространства, ни времени, квантовой механике негде работать. У нее нет сцены, нет арены, ей не за что зацепиться. Две величайшие теории в истории физики. Две колонны, на которых стоит все наше понимание реальности. И обе они рушатся перед одним и тем же вопросом. Представь, что ты пытаешься построить дом на двух фундаментах, которые не соприкасаются. Каждый по отдельности идеален. Бетон, арматура, гидроизоляция. Но они находятся в разных местах. Между ними пропасть. Ты не можешь поставить дом ни на один из них, потому что каждый слишком мал для всей конструкции. И ты не можешь соединить их, потому что они спроектированы по разным чертежам. Вот в такой ситуации находится современная физика. Общая теория относительности работает на больших масштабах. Звезды, галактики, Вселенная. Квантовая механика работает на малых масштабах. Атомы, частицы, кварки. А в планковском масштабе, в первые мгновения после Большого взрыва, оба масштаба совпадают. И две теории сталкиваются лоб в лоб, не имея общего языка. Долгие десятилетия стандартный ответ просвещенной науки на этот вопрос звучал так. Вопрос бессмыслен. Стивен Хокинг, возможно, самый известный космолог после Эйнштейна, придумал идеальную метафору. Спрашивать, что было до Большого взрыва, это все равно, что спрашивать, что находится севернее Северного полюса. На Северном полюсе все направления ведут на юг. Понятие «севернее» там просто не определено. Аналогично, рассуждал Хокинг, время возникло вместе с Большим взрывом. До Большого взрыва не было времени. А если не было времени, то не может быть и понятия «до». Вопрос снят. Разговор окончен. Переходим к следующей теме. Этот аргумент на протяжении многих лет считался окончательным. Он кочевал из учебника в учебник, из фильма в фильм, из лекции в лекцию. Он был элегантен, понятен и, казалось, закрывал проблему навсегда. Но в последние годы произошло нечто, что заставило многих ученых пересмотреть эту позицию. И это не одно открытие. Это целая серия теоретических прорывов и наблюдательных аномалий, которые указывают на одну и ту же тревожную возможность. Первый удар по позиции Хокинга нанес сэр Роджер Пенроуз, британский математик и физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2020 года. Пенроуз посвятил десятилетия изучению природы, пространства времени и сингулярностей. Именно он в 1960-х годах вместе со Стивеном Хокингом доказал знаменитые теоремы о неизбежности сингулярности в общей теории относительности. Они показали, что если общая теория относительности верна, то Большой взрыв должен был начаться с сингулярности, точки бесконечной плотности. Ирония судьбы здесь невероятна. Тот самый человек, который доказал, что Большой взрыв должен был начаться с сингулярности, с точки, где все рушится, позже предложил теорию, которая утверждает, что никакого абсолютного начала не было. Что сингулярность – это не стена, а дверь. Что за ней не ничто, а нечто. Что именно заметил Пенроуз? Он обратил внимание на нечто странное в реликтовом излучении, том самом древнейшем свете, о котором мы говорили. На картах, составленных спутником Планк с беспрецедентной точностью, обнаруживаются слабые, едва заметные аномалии. Крошечные кольцевые структуры. Области, где температура микроволнового фона чуть выше или чуть ниже среднего значения. Разница температур. Всего 1/100000 доля градуса. Но этого достаточно, чтобы заметить нечто необычное.
И самое важное, эти области расположены не хаотично, они не случайны, они выстроены в определенном порядке, они образуют концентрические круги, как круги на воде от брошенного камня. Пенроуз назвал их точками Хокинга в честь своего покойного коллеги и друга. И вот что он заявил на весь научный мир. Эти точки не случайный шум, не статистическая флуктуация, которых неизбежно ждешь в любых данных. Это следы, отпечатки, послания из предыдущей вселенной. Представь, что ты стоишь на берегу тихого пруда. Бросаешь камень, расходятся круги. Идеальные, гладкие, через минуту вода снова гладкая. Но если присмотреться очень внимательно, остается едва заметная рябь, отголосок. След того, что было секунду назад. Точки Хокинга – такая же рябь. Только вместо пруда все пространство-время. Вместо камня – предыдущая вселенная. Вместо секунды – триллионы лет. Рябь, которая сохраняется на протяжении невообразимого времени. Вот как работает его теория, которая называется конформная циклическая космология. Представь последовательность эонов. Каждый эон – одна вселенная. Она начинается с большого взрыва, расширяется, остывает, формирует звезды и галактики. Живет триллионы лет. В конце эона, когда вселенная расширяется настолько, что все черные дыры испаряются через излучение Хокинга, все частицы распадаются, все фотоны разлетаются на немыслимые расстояния, а она становится математически неотличимой от бесконечно маленькой горячей точки. Почему? Потому что в такой предельно разреженной вселенной единственная важная характеристика – это масштаб. А масштаб относителен. Бесконечно большая пустая вселенная с точки зрения математики – это то же самое, что бесконечно маленькая горячая точка. Конец одного эона тождественен началу следующего. Смерть становится рождением. Цикл повторяется. Если эта теория верна, то за секунду до нашего большого взрыва не было пустоты. Была вся предыдущая вселенная, доживающая свой последний вздох. А точки Хокинга на нашей карте реликтового излучения – это следы последних черных дыр того мира. Их излучение, закодированное в геометрии пространства-времени, просочилось сквозь непроницаемую, как казалось, границу между эонами и оставило отпечаток на ткани нашего космоса. Но Пенроуз не единственный, кто бросил вызов идее абсолютного начала. В начале 2000-х годов появилась еще одна модель. Она называется экпиратической. Представь два бесконечных листа бумаги. Они идеально параллельны друг другу и парят на некотором расстоянии в пространстве более высокой размерности. Каждый лист – это целая отдельная вселенная, со своими звездами, галактиками, планетами и, возможно, жизнью. Между листами – объем, пятимерная пустота, которую физики называют «балк». В начале 2000-х годов физики Пол Стейнхарт из Принстонского университета и Нил Турок из Кембриджа предложили модель, основанную на теории струн. В их модели браны, так называются эти листы вселенной, испытывают притяжение друг к другу. Медленно, на протяжении невообразимых периодов времени, они сближаются. Расстояние между ними сокращается. Сантиметр за сантиметром, километр за километром, световой год за световым годом, но в пространстве дополнительного измерения. Мы не можем измерить это расстояние, потому что наши приборы работают только в 3 пространственных измерениях. Мы даже не знаем, большое оно или маленькое. Может быть, браны находятся в миллиметре друг от друга в 5-м измерении. А может быть, на расстоянии миллиардов световых лет в том же измерении. Мы не знаем. И, возможно, никогда не узнаем. А затем браны сталкиваются. Энергия этого грандиозного столкновения, всего 2 поверхностей, преобразуется в материю и излучение на каждой из бран. Для гипотетических обитателей каждой браны это выглядит как большой взрыв. Как мгновенное возникновение колоссального количества горячей плотной материи из абсолютно пустого пространства. Как рождение мира из ничего. Браны отскакивают друг от друга, как 2 сжатые пружины. Разлетаются, остывают. На их поверхностях формируются звезды, галактики, планеты. Проходят миллиарды лет космической эволюции. А затем, когда энергия отскока иссякает, притяжение снова берет верх. Браны начинают сближаться. И цикл повторяется. Энергия этого события еще более непостижима, чем энергия большого сжатия, о котором мы поговорим позже. Потому что столкновение происходит одновременно в каждой точке бесконечной поверхности. Не в одном месте. Не в центре, не по краям. Везде. Одновременно вся бесконечная плоскость одной Вселенной сталкивается со всей бесконечной плоскостью другой Вселенной. Результат.
Рождение бесконечного количества материи и энергии в бесконечном пространстве за одно мгновение. Бесконечность, умноженная на бесконечность, сжатая в ноль времени. Представь, что ты стоишь на огромном зеркале, которое простирается до горизонта во все стороны. А прямо под тобой, на расстоянии в несколько миллиметров, парит другое зеркало, такое же бесконечное. Ты не видишь его, не чувствуешь. Но между вами есть притяжение. Медленно, неумолимо, они сближаются. Ты не замечаешь движения, оно слишком медленное. Но через миллионы лет расстояние сокращается до нуля. В какой-то момент второе зеркало касается первого. Для тебя это будет конец мира. Для зеркала – начало нового. Вся энергия столкновения преобразуется в материю. Твоя вселенная исчезает. Рождается новое. Вот что такое экпиратическая модель. И следующее столкновение может произойти в любой момент. Через триллионы лет. Или через секунду. Мы не узнаем заранее, не увидим приближения. Но это не страшно, это просто масштаб, это просто напоминание о том, как устроена реальность на самом деле. Но все эти модели о масштабах вселенных. А что происходит на самом маленьком из возможных масштабов? Там еще интереснее. Чтобы понять, что было до, нужно сначала понять, что творилось в первые мгновения после, не в первые минуты, не в первые секунды. В первые доли секунды настолько ничтожные, что мозг отказывается их осознавать. Существует стена, предел, граница, за которую наука не может заглянуть, как бы ни старалась. Эта стена называется Планковской эпохой. Это первые 10 в степени минус 43 секунды после Большого взрыва. Чтобы понять, насколько это мало, давай поиграем с числами. Возьми 1 секунду. Раздели ее на миллион частей. У тебя получилась миллионная доля секунды. Микросекунда. За микросекунду свет проходит 300 метров. За микросекунду твой компьютер выполняет 1000 операций. Теперь возьми эту микросекунду и раздели ее еще на миллион. У тебя получилась наносекунда – миллиардная доля секунды. За наносекунду свет проходит 30 сантиметров. Процессор твоего телефона работает с такими интервалами. Теперь раздели наносекунду еще на миллион. У тебя получилась фемтосекунда – 10 в степени минус 15 секунды. За фемтосекунду свет проходит 0,3 микрометра, примерно 1/300 толщины листа бумаги. Внутри атомов электроны переходят с орбиты на орбиту за фемтосекунды. Мы на правильном пути. Раздели фемтосекунду еще на миллион. Получилась аттосекунда 10 в степени минус 18 секунды. Это время, за которое электрон облетает вокруг ядра атома водорода. Мы уже далеко за пределами возможностей любой электроники. Раздели аттосекунду еще на миллион. Получилась зептосекунда 10 в степени минус 21 секунды. За зептосекунду свет проходит расстояние, равное размеру атомного ядра. Раздели зептосекунду еще на миллион. Получилась иоктосекунда 10 в степени минус 24 секунды. За иоктосекунду свет проходит расстояние, равное размеру протона. Мы уже внутри атомного ядра, и мы все еще не дошли до планковского времени. Между иоктосекундой и планковским временем еще 19 порядков величины. Разница такая же, как между размером протона и размером всей наблюдаемой Вселенной. Все, что мы знаем о физике, описывает то, что произошло после этого невообразимо краткого мгновения. До него терра инкогнита. Белое пятно на карте реальности. Вот что творилось в планковскую эпоху. Температура достигала 10 в 32 степени градусов Кельвина. Это число с 32 нулями. Для сравнения, в центре Солнца 15 миллионов градусов. При взрыве термоядерной бомбы сотни миллионов. В Большом адронном коллайдере при столкновении ядер свинца 5,5 триллиона градусов. Все это пыль по сравнению с планковской температурой. Даже не пыль. Тень пыли. При такой температуре привычная материя не может существовать в принципе. Нет атомов, нет ядер, нет протонов. Даже кварки, те самые фундаментальные частицы, из которых состоят протоны и нейтроны, при планковских температурах теряют свою индивидуальность. Они не могут существовать как отдельные объекты. Все 4 фундаментальные силы природы – гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие и слабое ядерное взаимодействие, которые в нашей нынешней Вселенной действуют совершенно по-разному и подчиняются разным законам, в планковскую эпоху были слиты воедино. Они были одной силой, единой, неразделенной, первозданной силой, управлявшей всем.
Плотность материи в этот момент достигала планковской плотности, примерно 10 в 93 степени граммов на кубический сантиметр. 1 кубический сантиметр пространства в ту эпоху содержал больше массы, чем вся наблюдаемая Вселенная сегодня. Не часть Вселенной. Вся Вселенная, все ее звезды, все галактики, все темное вещество. Все в 1 кубическом сантиметре. Именно здесь обе великие теории входят в крутой пике. Общая теория относительности говорит одно, квантовая механика – другое. Они противоречат друг другу, и ни одна не может отступить, потому что обе необходимы для описания того, что происходит. Чтобы описать планковскую эпоху, нужна теория квантовой гравитации. Единая теория, объединяющая квантовую механику и общую теорию относительности. Такой теории у нас нет. Это главная нерешенная проблема теоретической физики. Над ней бьются тысячи лучших умов планеты уже почти 100 лет. И мы до сих пор не знаем ответа. Но у нас есть кандидаты. Спорные, незавершенные, предварительные. И каждый из них рисует свою картину того, что скрывается за планковской стеной. Первый кандидат – петлевая квантовая гравитация. Эту теорию развивают Карло Ровелли, Ли Смолин, Абхай Аштекер и их коллеги с конца 1980-х годов. Она предлагает радикальную идею. Пространство не непрерывно. Оно не похоже на гладкую резиновую пленку, которую можно растягивать как угодно. Оно состоит из мельчайших дискретных единиц – петель спиновых сетей. Представь себе экран компьютера с очень высоким разрешением. Если смотреть издалека, картинка кажется гладкой, непрерывной. Но если приблизиться, видно, что она состоит из отдельных пикселей. Так и пространство. На обычных масштабах – километры, сантиметры, даже атомы – оно кажется непрерывным. Но на планковском масштабе 10 в степени минус 35 метра становится видна его дискретная структура. Размер каждого такого пикселя пространства – планковская длина. Это в 100 квинтиллионов раз меньше протона. И если пространство состоит из конечных дискретных кусочков, то из этого следует нечто поразительное. Сингулярность невозможна. Сингулярность – это точка с нулевым объемом и бесконечной плотностью. Но если пространство состоит из конечных элементов, то нулевого объема быть не может. Есть минимальный неделимый квант пространства. Когда материя сжимается до этого предела, она не может сжаться дальше. Она не уходит в бесконечность, как предсказывает классическая физика. Она отскакивает. Как мяч, ударившийся об асфальт, как пружина, сжатая до предела. Этот отскок получил в космологии название «большой отскок» – Big Bounce. И его последствия для нашего вопроса о том, что было за секунду до большого взрыва, колоссальны. Потому что если большой взрыв был не рождением из ничего, а отскоком, то, следовательно, что-то должно было сжиматься до этого момента. Что-то существовало до него. Предыдущая Вселенная. Вселенная, которая сжималась, коллапсировала, достигла планковской плотности и отпрыгнула назад, породив наш космос. Наш большой взрыв – это не рождение из пустоты. Это трансформация того, что было раньше. Группа Абхая Аштекера из Университета штата Пенсильвания провела компьютерное моделирование этого процесса в рамках уравнений петлевой квантовой космологии. Результаты были ошеломляющими. Модель показала, что Вселенная до отскока могла быть очень похожа на нашу. Расширяющаяся, содержащая материю и излучение, подчиняющаяся тем же законам физики. Просто в какой-то момент, по причинам, которые пока не до конца ясны, возможно, связанным с распределением темной энергии или с кривизной пространства, она перестала расширяться и начала сжиматься. Она коллапсировала в течение миллиардов лет. И когда плотность достигла планковского предела, примерно 40% от максимальной планковской плотности, квантовые эффекты гравитации создали мощную отталкивающую силу. Эта сила остановила коллапс МБНА и запустила расширение заново. Модель показала, что отскок произошел очень быстро, за доли планковского времени, но без какого-либо нарушения законов физики. Квантовые уравнения оставались конечными на всем протяжении. Не было ни одной бесконечности. Новый цикл, новая Вселенная, наша Вселенная. Представь, что ты сжимаешь пружину в своих руках. Чем сильнее жмешь, тем больше она сопротивляется. Сначала сопротивление слабое, потом оно растет. В какой-то момент сопротивление становится таким сильным, что пружина вырывается из руки и распрямляется с огромной силой. Это и есть большой отскок. Только вместо пружины вся Вселенная, вся материя, вся энергия, все галактики, все черные дыры.
Все сжато в точку размером в 100 квинтиллионов раз меньше протона, а потом отскок. И новая вселенная рождается из праха старой. Но есть другой кандидат, который предлагает совершенно иную картину реальности – теория струн. Второй кандидат на роль теории квантовой гравитации – теория струн. Она возникла в 1970-х годах и с тех пор стала главным конкурентом петлевой гравитации. Теория струн предполагает, что фундаментальные объекты реальности – не точечные частицы, как мы привыкли думать со школы. Не бильярдные шарики, которые сталкиваются и разлетаются, а крошечные одномерные объекты – вибрирующие струны. Размер этих струн тоже близок к планковской длине. Разные частицы – электроны, кварки, фотоны, нейтрино – это одна и та же струна, вибрирующая на разных частотах. Как одна гитарная струна может издавать разные ноты в зависимости от того, на каком ладу ее зажать и с какой силой ударить. Если струна вибрирует одним способом, мы видим электрон, если другим – как бы кварк, если третьим – еще фотон. Все многообразие элементарных частиц во Вселенной – это просто разные вибрации одной и той же фундаментальной струны. Но теория струн требует для своей математической непротиворечивости не 4 измерений пространства-времени, 3 пространственных плюс время, а 10 или даже 11. Дополнительные измерения, согласно теории, свернуты в крохотные невообразимо малые структуры. Их называют многообразиями Калаби-Яу по имени математиков, которые их изучали. Представь себе лист бумаги. Он кажется двумерным, у него есть длина и ширина. Но если посмотреть на него под микроскопом, видно, что у него есть и толщина. Третье измерение, просто очень маленькое. Так и дополнительные измерения теории струн, они существуют, но свернуты в такие крошечные масштабы, что мы их не замечаем в повседневной жизни. Именно в контексте теории струн родилась та самая экпиратическая модель столкновения бран, о которой мы говорили. Но у теории струн есть и другой сценарий, который называется ландшафт теории струн. Это колоссальное множество возможных конфигураций дополнительных измерений. Каждая конфигурация, свой способ скручивания этих крошечных измерений, порождает Вселенную с иными физическими константами и иными законами физики. В одной Вселенной гравитация может быть сильнее, в другой слабее. В одной электромагнетизм может существовать, в другой нет. В одной могут быть звезды, в другой только бесструктурная плазма. В одной могут быть атомы, в другой только кварк-глюонная плазма навсегда. Количество таких возможных конфигураций оценивается примерно в 10 в степени 500. Это число больше, чем количество атомов в наблюдаемой Вселенной на сотни порядков величины. Если каждая такая конфигурация где-то реализуется, а теория струн предполагает, что это так, то мы живем в мультивселенной, бесконечном множестве параллельных миров. Наш большой взрыв – лишь один из бесчисленных больших взрывов, постоянно происходящих в этом бесконечном ландшафте. Как пузыри в кипящей воде. Если это так, то за секунду до нашего начала не было тишины и пустоты. Был рев. Кипение. Рождение бесконечного числа новых миров в каждой точке бесконечного пространства. Мы живем внутри пузыря. Один из миллиардов миллиардов миллиардов. И не подозреваем о буре снаружи. Представь, что ты стоишь у плиты, на которой кипит кастрюля с водой. Поднимаются пузыри. Каждый пузырь – отдельная вселенная. Некоторые огромные, они поднимаются медленно, живут дольше. Некоторые крошечные, они лопаются почти сразу, не успев даже сформироваться. Некоторые пузыри сталкиваются друг с другом, сливаются, разрываются. Ты сидишь внутри одного из пузырьков и пытаешься понять, что происходит снаружи. Ты придумываешь теории о том, как устроен мир за пределами твоего пузыря. Но у тебя нет приборов, которые могли бы проникнуть сквозь стенку. Ты можешь только гадать. Вот в такой ситуации находится современная космология. Но есть еще один подход, самый радикальный. Он говорит, а что если не было никакого «до» в принципе? Александр Виленкин, физик-космолог из университета Тавца, в 1982 году предложил модель, которая звучит как чистая мистика, но подкреплена строгой математикой. Он предположил, что Вселенная возникла из буквального ничто, не из пустого пространства, не из вакуума, из абсолютного ничто. Давай разберемся, что это значит. Пустое пространство – это уже что-то. У него есть размеры, геометрия, свойства. Оно может быть искривленным, плоским, закрытым или открытым. Пустое пространство подчиняется законам физики. Даже полная пустота – это не ничто.
Это пространство-время с нулевой кривизной. Но оно все еще есть. Квантовый вакуум ЭТРСМ – это тоже что-то. Он кипит от виртуальных частиц, у него есть энергия, он может поляризоваться под действием внешних полей. Квантовый вакуум – это очень сложная структура. Он описывается уравнениями. У него есть свойства. Виленкин же говорит о ничто в самом строгом смысле. Об отсутствии пространства, времени, материи, энергии, законов физики, причинности, логики, самого понятия отсутствия. Это не пустая комната. Это отсутствие самой возможности иметь комнату. Механизм, который предложил Виленкин, основан на квантовом туннелировании. В квантовой физике существует поразительное явление. Частица может преодолеть барьер, который классическая физика считает абсолютно непроходимым. Электрон может оказаться по другую сторону стены, хотя у него нет энергии, чтобы эту стену преодолеть классическим путем. Это не метафора. Это реальный, экспериментально подтвержденный эффект. Без него не работали бы туннельные микроскопы, позволяющие видеть отдельные атомы. Без него не работали бы многие полупроводниковые приборы в твоем компьютере. Без него не было бы ядерного синтеза в звездах. Туннелирование – это основа квантового мира. Виленкин предположил, что вся Вселенная совершила квантовый переход. Протуннелировала из состояния абсолютного небытия в состояние существования. Из нулевого размера в конечный. Из отсутствия в присутствие. Математика этой модели строга и непротиворечива. Она не нарушает никаких законов физики, потому что в исходной точке в ничто законов еще не было. Стивен Хокинг и Джеймс Хартл пошли еще дальше. Они предложили концепцию мнимого времени. В обычной физике время – это реальное число. Оно течет в одном направлении, его можно измерить часами. В мнимом времени переменное времени умножается на мнимую единицу, квадратный корень из минус единицы. Эта математическая операция меняет свойства времени. В мнимом времени граница между временем и пространством стирается. Время становится еще одним пространственным измерением. И в таких условиях Вселенная может не иметь начала вообще, как поверхность сферы не имеет края. Нет точки, где сфера начинается, она просто есть. Замкнутая, конечная, безграничная. Точно так же говорят Хокинг и Хартл. Вселенная может быть замкнутой во времени. У нее нет момента начала. Спрашивать, что было до, бессмысленно не потому, что ответа нет, а потому что во мнимом времени нет такой точки, которую можно было бы назвать до. Вселенная плавно выходит из состояния, в котором время неотличимо от пространства, и постепенно переходит в привычное нам состояние, где время течет в одном направлении и события следуют друг за другом в причинно-следственном порядке. Но все эти модели – петлевая гравитация, теория струн, туннелирование из ничего, мнимое время – остаются теоретическими конструкциями. Ни одна не подтверждена экспериментально. Ни одну нельзя проверить существующими технологиями, и все же мы можем искать их предсказания в данных. И некоторые из этих предсказаний, кажется, нашли. Аномалии в реликтовом излучении. Они не вписываются в стандартную космологическую модель, и они заставляют ученых чесать затылки уже больше 10 лет. Самая известная аномалия – холодное пятно. Это область аномально низкой температуры в южном полушарии карты космического микроволнового фона. Ее угловой размер примерно 10 градусов. Для сравнения, полная Луна на небе имеет угловой размер около полуградуса. Холодное пятно в 20 раз больше Луны. На таком расстоянии 13,8 миллиарда световых лет – это соответствует области пространства диаметром около 1,5 миллиардов световых лет. То есть это пятно на небе соответствует области космоса, которую свет пересекал бы 1,5 миллиарда лет. Огромная структура. Невероятно огромная. Стандартное объяснение – статистическая флуктуация. Когда ты смотришь на случайные данные, ты всегда найдешь какие-то отклонения. Эффект лиц на Марсе в облаках. Но холодное пятно слишком велико, оно слишком выделяется на общем фоне. Вероятность того, что оно возникло случайно, по расчетам некоторых астрофизиков, составляет менее 1%. Другие эффекты Шамсиеви, например, эффект Сакса-Вольфа от гигантского космического войда, гигантской пустоты в распределении галактик, не могут полностью объяснить его свойства. И тогда некоторые исследователи предлагают альтернативу. Холодное пятно – это след. След столкновения нашей Вселенной с другой Вселенной на самых ранних этапах ее существования.
Отпечаток чужого космоса, оставленный на ткани нашего реликтового света. Есть и другая аномалия. Ее иронично назвали «осью зла». Это название было дано учеными в шутку, потому что оно звучит как название голливудского фильма. Но оно прижилось. Суть в том, что крупнейшие температурные флуктуации микроволнового фона, наиболее горячие и наиболее холодные точки, выстроены вдоль одного определенного направления в пространстве. Согласно стандартной модели, Вселенная изотропна. У нее нет выделенного направления, она должна выглядеть одинаково в любую сторону. Нет верха и низа. Нет левого и правого. Нет севера и юга в космическом масштабе. Но ось зла намекает на обратное. На то, что у Вселенной может быть какая-то скрытая структура, какая-то ориентация, какой-то выделенный верх и низ. И если это так, откуда взялась эта ориентация? Могла ли она быть унаследована от предыдущего цикла в модели Пенроуза? От геометрии того пространства более высокой размерности, в котором родилась наша Брана? От направления столкновения Бран в экпиратической модели? Ученые спорят. Одни говорят «шум», случайные отклонения, неизбежные в любом конечном наборе данных. Если ты бросаешь монетку 1000 раз, ты почти никогда не получишь ровно 500 орлов и 500 решек. Всегда будут отклонения, возможно, ось зла – такое же отклонение. Другие видят в этих аномалиях первые послания из-за горизонта нашего существования. Послания, которые мы пока не умеем читать, но которые ждут своего часа. Представь, что ты смотришь на старую фотографию, сделанную 100 лет назад. На ней видны смутные очертания. Может быть, лица. Может быть, просто игра теней. Ты всматриваешься, переворачиваешь снимок, увеличиваешь контраст и вдруг замечаешь. Да, это не случайность. Это силуэт. Это кто-то стоял перед камерой, но был почти невидим. Аномалии реликтового излучения – такие же силуэты, только вместо человека – предыдущая Вселенная. Вместо камеры – космический телескоп Планк. Вместо пленки – само пространство-время. И мы только начинаем учиться различать эти очертания. И здесь мы упираемся в фундаментальную границу познания. Мы можем строить модели, можем искать предсказания, но мы, возможно, никогда не узнаем наверняка. Вот где мы находимся сейчас. Мы можем строить математические модели того, что было до Большого взрыва. Мы можем проверять их на внутреннюю непротиворечивость – это работа математика. Мы можем искать их предсказания в наблюдательных данных – это работа астрофизика. Но мы, возможно, никогда не сможем узнать наверняка. Потому что событие, которое мы пытаемся исследовать, произошло 13,8 миллиарда лет назад. А между нами и этим событием стоит инфляция. То самое сверхбыстрое расширение, которое разгладило Вселенную как утюг, разглаживает смятую простыню. Именно инфляция сделала космос таким однородным и плоским. Именно благодаря инфляции мы видим примерно одинаковую температуру реликтового излучения во всех направлениях. Но инфляция же стерла почти все следы того, что было до нее. Как утюг стирает складки на ткани, инфляция стерла неровности, которые могли быть в самом начале. Это как пытаться прочитать текст, написанный на песке на берегу океана, после того, как по нему прошел ураган, потом прилив, потом еще один ураган, а потом песок перемешали лопатой. Может быть, где-то осталась полустертая буква, может быть, форма дюн хранит в себе отголосок тех слов, но восстановить полный текст – это за пределами наших возможностей. Есть и другая граница. Мы не можем воссоздать планковские условия в лаборатории. Для того, чтобы достичь планковских энергий, нужен ускоритель частиц размером с галактику. Мы не можем построить такой ускоритель. У нас нет для этого ни материалов, ни энергии, ни времени. Мы не можем отправить зонд за горизонт событий нашей Вселенной. Пространство расширяется быстрее скорости света, и те области, которые находятся за горизонтом, навсегда останутся для нас недоступными. Такова реальность. Но знаешь что? Это не делает науку бесполезной. Это делает ее честной. Наука – это не собрание окончательных высеченных на камне ответов. Это процесс. Это способ задавать вопросы лучше, чем вчера. Это способ отличать то, что мы знаем, от того, что мы не знаем. 100 лет назад мы не знали о существовании других галактик. Эдвин Хаббл обнаружил, что туманность Андромеды – это не туманность в нашей галактике, а отдельная галактика, состоящая из сотен миллиардов звезд. 50 лет назад мы не знали о реликтовом излучении.
Арно Пензиас и Роберт Вильсон открыли его случайно, пытаясь избавиться от шума в своей антенне. 20 лет назад мы не знали, что Вселенная расширяется с ускорением. Это открытие получило Нобелевскую премию и ввело в физику понятие темной энергии. Каждое десятилетие приносит новые открытия. И то, что сегодня кажется непроницаемой стеной, планковская эпоха, сингулярность. Вопрос о том, что было до, завтра может стать следующей главой учебника. Не сегодня, не завтра. Может быть, через 100 лет. Но это случится. А теперь от теории к тому, что мы действительно можем увидеть в телескопы и детекторы. От самого маленького к самому большому. До сих пор мы говорили о теориях и математике, о моделях и парадоксах. Но Вселенная – это не абстрактная схема на доске теоретика. Это место, где происходят реальные события. События невообразимой мощи. События, которые крушат, переплавляют и уничтожают материю с такой яростью, что любое человеческое представление о разрушении кажется детской шалостью. Если наша Вселенная действительно является частью бесконечного цикла рождений и смертей, то каждый такой цикл включает в себя катастрофы, масштаб которых невозможно осмыслить. Прямо сейчас, пока ты слушаешь эти слова, где-то во Вселенной взрывается звезда. Это не метафора. По расчетам астрономов, в наблюдаемой Вселенной каждую секунду происходит около 30 вспышек сверхновых. 30 звезд каждую секунду заканчивают свое существование грандиозным взрывом. За несколько недель сверхновая высвобождает больше энергии, чем наше маленькое Солнце излучит за все 10 миллиардов лет своей жизни. В момент взрыва одна звезда может светить ярче, чем целая галактика, состоящая из сотен миллиардов звезд. Но сверхновые – это еще цветочки. Это, если угодно, фоновый шум космического насилия. Фоновое потрескивание, на которое астрономы почти не обращают внимания. Привыкли. Настоящие чемпионы разрушения – это события, которые заставляют сверхновые выглядеть как щелчок пальцев. В 2015 году гравитационно-волновые обсерватории Лига и Вирго впервые зафиксировали сигнал, который потряс научный мир. Гравитационные волны – та самая рябь пространства-времени, которую предсказал Эйнштейн 100 лет назад. Источником этих волн было столкновение двух черных дыр на расстоянии примерно 1,5 миллиарда световых лет от Земли. Две черные дыры с массами в 29 и 36 солнечных масс закручивались друг вокруг друга со скоростью, приближающейся к скорости света. Они танцевали свой последний танец, излучая колоссальную энергию в виде гравитационных волн, вращаясь все быстрее и быстрее, несколько оборотов в секунду, затем десятки оборотов, затем сотни. А затем слились в одну черную дыру. Масса результата – 62 солнечные массы. Стоп. 29 плюс 36 – это 65. Куда делись 3 солнечные массы? 3 объекта, каждый из которых более чем в 300 тысяч раз тяжелее Земли, объемом в миллионы километров. Они исчезли, превратились в чистую энергию, излучились в виде гравитационных волн за последние доли секунды перед слиянием. Пиковая мощность этого излучения в момент слияния составляла примерно 3,6 умножить на 10 в степени 56 Вт. Это число невозможно произнести. Для сравнения, мощность, которую излучает наше Солнце, 3,8 умножить на 10 в 26 степени Вт. Это в 10 в 30 степени раз меньше. Мощность, которую излучают все звезды во всей наблюдаемой Вселенной, вместе взятые, примерно 10 в 50 степени Вт. Это в миллион раз меньше, чем та краткая вспышка от столкновения двух черных дыр. На краткое, невообразимо краткое мгновение, последние доли секунды перед слиянием, две черные дыры излучали больше энергии, чем весь остальной видимый космос, чем все галактики, чем все квазары, чем все вместе взятое. Две точки в пространстве затмили все остальное. Представь, что ты сидишь в темной комнате размером с футбольное поле. Вдруг кто-то зажигает спичку на другом конце поля. На мгновение комната освещается. А потом ты узнаешь, что эта спичка была ярче, чем все солнца в галактике, вместе взятые. Вот что такое столкновение черных дыр. А теперь умножь этот масштаб на всю Вселенную. Всю. До последнего атома. И сожми в точку. То, что получится, будет большим сжатием. Сценарий называется «Большое сжатие» – Big Crunch. Это один из возможных вариантов конца Вселенной, и он же является ключевым элементом некоторых моделей циклической космологии, включая петлевую квантовую гравитацию. Как он работает? Сегодня мы наблюдаем, что галактики разбегаются. Расширение Вселенной ускоряется под действием темной энергии.
Но никто не знает, что такое темная энергия. Возможно, она постоянна, и тогда Вселенная будет расширяться вечно, пока не замерзнет в тепловой смерти. Возможно, она меняется со временем, и в какой-то момент расширение может замедлиться, остановиться и обратиться вспять. В сценарии большого сжатия происходит именно это. Расширение останавливается, сменяется сжатием. Галактики, которые сегодня разлетаются друг от друга, начинают сближаться. Сначала медленно, незаметно. Астрономы будущего, если они будут, заметят, что красное смещение галактик уменьшается, затем становится нулевым. Затем сменяется синим смещением. Галактики приближаются. Процесс ускоряется. Межгалактические расстояния сокращаются. Галактики сливаются, сталкиваются, разрушают друг друга в гигантских космических авариях. Температура микроволнового фонового излучения, которое сегодня составляет всего 2,7 градуса Кельвина, на 2,5 градуса выше абсолютного нуля, почти полная тьма и холод, начинает расти. Сначала до 10 градусов, потом до 100, потом до температуры кипения воды 300 градусов. Потом до 1000, 10 тысяч, миллиона градусов. Миллиона. По мере сжатия Вселенная проходит через все стадии своей эволюции в обратном порядке. Звезды больше не могут формироваться, слишком жарко для конденсации газа. Атомы распадаются на ядра и электроны. Ядра распадаются на протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны распадаются на кварки и глюоны, превращаясь обратно в кварк-глюонную плазму. Вселенная превращается обратно в тот самый кипящий первичный суп, из которого когда-то возникла. Только на этот раз суп не расширяется от центра во все стороны, а наоборот, сжимается к центру. Плотность растет экспоненциально. Температура достигает триллионов, затем квадриллионов, затем квинтиллионов градусов. Большой адронный коллайдер при своих 5,5 триллионах градусов – это игрушечная искорка по сравнению с тем, что будет происходить при сжатии. И наступает момент, когда вся материя Вселенной, все, буквально все, оказывается сжатой в область размером с планковскую длину, точка, за которой наши уравнения ломаются. Точка, где, согласно классической физике, плотность и температура стремятся к бесконечности. Но если петлевая квантовая гравитация верна, то бесконечности не наступает. Квантовое давление пространства-времени, отталкивающая сила, возникающая из самой дискретной пиксельной природы реальности, останавливает коллапс и запускает новое расширение – большой отскок. Новая Вселенная, новый цикл. Представь, что ты стоишь на берегу океана, смотришь на бесконечную воду. Тысячи километров, миллиарды тонн. А потом, представь, что вся эта вода, все океаны планеты, вся влага в атмосфере, вся вода в живых существах, вся вода в земной коре собирается в одну каплю. Каплю размером с игольное ушко. А потом эта капля взрывается силой, которая перекрывает все, что ты когда-либо видел. Все взрывы, все вулканы, все ядерные бомбы, все сверхновые, все столкновения черных дыр. Вот такой масштаб у большого сжатия и большого отскока. Но есть сценарий, который страннее сжатия и тревожнее столкновения. Он связан с пустотой. То, что мы считаем пустым пространством, вакуумом, на самом деле не пусто. Вакуум кипит. Он полон активности. Квантовая механика говорит, что в любой точке пространства непрерывно рождаются и уничтожаются виртуальные частицы – электроны, позитроны, фотоны. Они существуют настолько короткое время, что их нельзя наблюдать напрямую. Но их влияние можно измерить. Эффект Казимира, лэмбовский сдвиг энергетических уровней – все это экспериментальные подтверждения того, что вакуум – это не ничто, а физический объект со сложной структурой. Вакуум обладает энергией. Эта энергия определяет свойства нашей Вселенной, массы элементарных частиц, силу взаимодействия между ними, свойства темной энергии, саму структуру реальности. Вопрос. Находится ли наш вакуум в состоянии минимальной энергии? Является ли он истинным вакуумом, самым низким, самым стабильным состоянием? Или он ложный, временно стабильный, но не абсолютно устойчивый? Представь себе горный пейзаж с холмами и долинами. Камень, лежащий на дне долины, находится в истинном минимуме. Чтобы его сдвинуть, нужно приложить силу. А камень, лежащий на склоне холма или на узком карнизе, находится в ложном минимуме. Он может оставаться там сколь угодно долго, если его не толкнуть. Но достаточно небольшого толчка, ветра, шага, капли воды, и он покатится вниз,
в настоящую долину, освобождая энергию. Измерения массы бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере дали тревожный ответ. Масса бозона Хиггса примерно 125 гигаэлектрон-вольт. И при этом значении, согласно расчетам, наш вакуум оказывается не в истинном минимуме. Он метастабилен. Он находится на склоне холма. Прямо сейчас он стабилен. Достаточно стабилен, чтобы существовать миллиарды лет. Но теоретически это означает, что в любой момент, в любой точке пространства может произойти квантовый переход. Распад ложного вакуума. Крошечная область пространства и размещится. Размером, возможно, с атомное ядро или даже меньше, спонтанно перейдет в состояние с более низкой энергией. Это будет новый вакуум, с новыми физическими константами. И этот переход будет распространяться со скоростью света во всех направлениях. Пузырь нового вакуума будет расширяться, поглощая одну галактику за другой. Что произойдет с материей внутри этого пузыря? Она не просто уничтожится. Она изменится. В новом вакуумном состоянии законы физики будут другими. Массы частиц изменятся, силы взаимодействия изменятся. Атомы не смогут существовать в привычной форме. Химия станет невозможна. Жизнь станет невозможна. Само понятие вещества может потерять смысл. Если ты окажешься внутри такого пузыря, ты не почувствуешь боли. Ты не увидишь приближения стены. Потому что информация о стене и сама стена движутся с одинаковой скоростью. Со скоростью света. Предупреждения не будет. Просто в один момент реальность вокруг тебя станет другой. А может быть, именно распад ложного вакуума и есть причина большого взрыва в циклических моделях? Что если предыдущая Вселенная не схлопнулась и не столкнулась с другой браной, а просто пережила вакуумный распад? Пузырь нового вакуума расширился, поглотил старый мир, переписал законы физики. И эта новая физика породила нашу Вселенную. Мы живем внутри такого пузыря, и внутри нашего пузыря в любой момент может родиться следующий. Представь, что ты сидишь в своей комнате. Стены, пол, потолок, воздух – все подчиняется привычным законам. Гравитация тянет вниз, атомы соединяются в молекулы, свет распространяется по прямой. И вдруг, без звука, без вспышки, без предупреждения, стена перед тобой начинает меняться. Она становится другого цвета, другой текстуры, другой реальности. Ты протягиваешь руку, и рука проходит сквозь стену, потому что в новом вакууме электромагнитное взаимодействие работает иначе. Ты делаешь шаг, Гасли, и падаешь вверх, потому что гравитация изменила знак. Вот что такое распад вакуума. Не смерть материи, смерть реальности, как мы ее знаем. Физик Андрей Линде соединил многие из этих сценариев – инфляцию, квантовую гравитацию, распад вакуума, мультивселенную – в одну модель. Она называется вечной хаотической инфляцией. Андрей Линде – российско-американский физик, один из создателей теории инфляции. В 1980-х годах он предложил модель, которая сегодня считается одной из самых перспективных. Линде предположил, что инфляция – то самое сверхбыстрое расширение пространства в первые мгновения после Большого взрыва не заканчивается одновременно повсюду. Она похожа не на равномерное остывание супа, а на замерзание воды в морозный день. В каких-то местах лед образуется раньше, в каких-то позже. В каких-то областях пространства инфляция прекращается, и там формируется Вселенная, карманная Вселенная, как ее называет Линде. Материя и энергия, выделившиеся при выходе из инфляции, нагревают эту область до триллионов градусов. И происходит большой взрыв в миниатюре. А в других областях инфляция продолжается. Пространство там продолжает расширяться с чудовищной скоростью, порождая все новые и новые области, которые когда-нибудь тоже остановятся и породят новые карманные вселенные. Процесс вечен. Если инфляция началась однажды, а вопрос о том, когда и как она началась, Линде считает некорректным, она никогда не закончится полностью. Всегда будут области, где она продолжается, и всегда будут области, где она только что закончилась и родилась новая вселенная. У этого процесса нет начала и нет конца. Мультивселенная Линде – это бесконечно расширяющийся океан инфляции. А наши вселенные – капли в водопаде, пузыри в кипящей воде. Каждый пузырь – отдельный космос со своими законами физики. В каком-то пузыре гравитация сильнее, в каком-то слабее, в каком-то звезды зажигаются быстрее, в каком-то медленнее, в каком-то вообще не зажигаются, потому что нет электромагнетизма. В каком-то жизнь возникает через миллиард лет после Большого взрыва, в каком-то через 100 миллиардов.
в каком-то не возникает никогда. Если эта модель верна, а она математически не противоречива и не противоречит никаким наблюдениям, то за секунду до нашего большого взрыва не было тишины и пустоты. Был рев. Бесконечный, всепроникающий рев вечной инфляции. Стремительное, безудержное расширение самого пространства, растягивающего все на своем пути, порождающего все новые вселенные с такой скоростью, что само понятие скорости теряет смысл. Мы живем внутри одного пузыря, один из бесконечного множества. И не подозреваем о буре снаружи, потому что она находится за пределами нашего горизонта событий, за пределами нашего космологического горизонта, за пределами любой возможности наблюдения. Но она есть. И она будет всегда. Представь, что ты стоишь на дне океана. Вокруг тебя вода. Ты не видишь поверхности. Ты не знаешь, есть ли у этого океана дно. Ты просто плаваешь среди других рыб. Но над поверхностью океана огромный мир, о котором ты не имеешь понятия. Солнце, облака, ветер, корабли. А еще выше космос. А еще выше галактики. А еще выше другие пузыри других вселенных. Вот так мы внутри нашего пузыря. Масштаб бесконечен, не в переносном смысле, в прямом. Все эти модели, циклическая космология Пенроуза, экпиратический сценарий, петлевая квантовая гравитация, теория струн, вечная инфляция Линди, они все сталкиваются с одной и той же проблемой – проблемой бесконечности. Если Вселенная существует вечно, в виде бесконечной череды циклов или бесконечного числа пузырей в мультивселенной, то у нее нет начала. Нет первого момента, нет акта творения. Но тогда возникает парадокс. Философы называют его парадоксом Гренди по имени математика, который его сформулировал. Представь себе бесконечную линию домино. Каждая костяшка падает, потому что ее толкнула предыдущая. Если эта линия бесконечна в прошлое, значит, не было первой костяшки, которая упала сама по себе. Тогда почему вообще что-то падает? Почему падение вообще началось? Бесконечная цепь причин, уходящая в бесконечность, не дает объяснения тому, почему цепь существует в принципе. То же самое с Вселенной. Если бесконечная череда больших взрывов, циклов или пузырей уходит в прошлое без начала, то почему мы находимся именно в этом цикле? Почему Вселенная существует прямо сейчас, а не закончилась бесконечность циклов назад? Математически эта проблема известна как проблема актуальной бесконечности в физике. Бесконечность – это удобный математический инструмент. Она используется в расчетах, в интегралах, в пределах. Но существует ли бесконечность в физической реальности? Может ли реальная Вселенная иметь бесконечное прошлое? Или бесконечное количество параллельных миров? Или бесконечный запас времени в будущем? Почему есть что-то, а не ничто? Этот вопрос сформулировал философ Готфрид Лейбниц еще в 17 веке. Первым вопросом, который мы вправе задать, будет: почему существует нечто, а не ничто? Ибо ничто проще и легче, чем нечто. Спустя 3,5 столетия мы не приблизились к ответу ни на шаг. Но, может быть, сам вопрос поставлен неверно. Может быть, ничто – это не исходное состояние, которого не случилось. Может быть, ничто – это не отсутствие, а логическое противоречие. Вспомним петлевую квантовую гравитацию. Пространство состоит из конечных кусочков. Нет бесконечно малых величин. Нет точки, в которую можно сжаться без остатка. В теории струн – минимальный размер струны. Нет объектов меньше планковской длины. В квантовой механике принцип неопределенности Гейзенберга. Нельзя одновременно точно измерить координату и импульс. Нельзя достичь абсолютного покоя. Будут квантовые флуктуации. Даже в чистой математике парадоксы бесконечности, которые заставили математиков пересмотреть основы своей науки в начале 20 века. Что, если эти ограничения не свойства теорий, а свойства самой реальности? Что, если само существование квантовно? Что если ничто – это математически невозможная конструкция, как треугольник с 4 углами или число, которое одновременно и четное, и нечетное? Что, если существование – единственная возможная опция, не потому что кто-то ее выбрал, не потому что был акт творения, а потому что ее отсутствие невозможно логически, физически, математически? И тогда ответ на вопрос Лейбница – почему есть что-то, а не ничто? Звучит так: потому что ничто не может существовать. Это тавтология. Но, возможно, это единственно возможный ответ. Представь, что кто-то спрашивает тебя:
Почему ты не летаешь без крыльев? Ты не можешь ответить на этот вопрос, потому что он основан на неверном предположении. Летать без крыльев – это неплохо, не хорошо, не запрещено. Это просто невозможно. Не в смысле «очень трудно», в смысле противоречит определению того, что значит быть человеком. Может быть ничто, такое же противоречие. Неплохой вариант, не трудный вариант, а вариант, который вообще не существует в меню. Остается только существование. Что бы ты ни делал. Всегда. И это подводит нас к финалу. Не к научному ответу. Его у нас нет. А к тому, что мы знаем наверняка. Когда мы смотрим на историю науки, мы видим одну закономерность. Каждый раз человечество обнаруживало, что оно находится не в центре Вселенной. Не в центре мира. Не в центре галактики. Не в центре времени. Коперник переместил Землю с центра мироздания на орбиту вокруг Солнца. Это было унизительно для современников. Но человечество пережило. Хаббл показал, что наша галактика – одна из сотен миллиардов. Это было унизительно вдвойне, но человечество пережило. Сегодня космология говорит нам, что наша Вселенная может быть одной из бесконечного множества. Одним циклом в бесконечной последовательности. Одним пузырем в бесконечном океане. Это унизительно втройне. Но это не повод для отчаяния. Это повод для смирения. А смирение – это не слабость. Смирение – это честность перед масштабом. Ты не центр Вселенной. Твоя планета – пылинка на окраине заурядной галактики. Твой вид существует на этой планете всего несколько сотен тысяч лет. Ничтожный миг по космическим меркам. Твоя жизнь – еще более ничтожная доля этого мига. Но вот что важно. Масштаб не делает тебя маленьким. Он дает тебе контекст. Представь, что ты стоишь на берегу океана. Океан огромен, ты мал. Но ты можешь смотреть на океан, можешь изучать его, можешь понимать его приливы и течения, можешь строить модели его глубин. Твоя малость не мешает тебе познавать его величие. Наоборот, она делает это познание более удивительным. Как может горсть атомов на маленькой каменной планете понять устройство целой Вселенной? Но может. И это чудо. Не сверхъестественное, не божественное, а чудо самой реальности, которая породила структуры, способные ее осознавать. Ты состоишь из звездной пыли. Это не поэтическая метафора. Углерод в твоих клетках был выкован в ядре звезды, которая взорвалась миллиарды лет назад. Кислород в каждом твоем вдохе родился в такой же сверхновой, в последние мгновения ее жизни, когда температура в ядре достигла миллиардов градусов, и ядерный синтез начал создавать тяжелые элементы. Железо в твоей крови – продукт термоядерного синтеза в массивной звезде, которая давно перестала существовать. Фосфор в твоей ДНК – результат взрыва сверхновой, разбросавшего свои внутренности по галактике. Все атомы тяжелее водорода и гелия были созданы в звездах. Все, без исключения. Ты не находишься во Вселенной. Ты – часть Вселенной, часть, которая научилась думать. Часть, которая научилась задавать вопросы. Часть, которая смотрит на звезды и узнает в них своих далеких предков. Представь, что ты смотришь на ночное небо. Каждая звезда – возможное место рождения атомов твоего тела. Каждая точка света – часть твоей биографии. Ты не гость во Вселенной. Ты сама Вселенная, которая на краткий миг стала человеком. Не в переносном смысле. В прямом, физическом, буквальном. И теперь самое важное. То, ради чего мы прошли весь этот путь. Не ответ, его у нас нет. Но кое-что мы знаем точно. В начале этого фильма я задал детский вопрос. Что было за секунду до Большого взрыва? Мы прошли долгий путь. Мы прошли через стандартную космологическую модель. Стройную, логичную, подтвержденную данными, но ломающуюся в сингулярности. Через сомнения Хокинга и его метафору Северного полюса. Через точки Хокинга, Пенроуза, загадочные кольца на реликтовом излучении, возможно, следы предыдущей Вселенной. Через экпиратическую модель столкновения бран – две бесконечные мембраны, сталкивающиеся в пятом измерении, порождающие новый мир. Через планковскую стену, границу, за которой физика перестает работать, где температура достигает 10 в 32 степени градусов, а плотность – 10 в 93 степени граммов на кубический сантиметр.
Через петлевую квантовую гравитацию – дискретное пиксельное пространство, которое исключает сингулярность и предлагает большой отскок. Через теорию струн – ее дополнительные измерения, свернутые в крохотные многообразия и ее ландшафт. 10 в степени 500 возможных вакуумов, каждый из которых может породить Вселенную. Через квантовое туннелирование – из ничего – модель, в которой Вселенная возникла из буквального отсутствия всего. Через холодное пятно и ось зла, аномалии, которые могут быть первыми свидетельствами того, что наша Вселенная не одинока. Через столкновение черных дыр, которое на краткое мгновение затмило весь остальной космос. Через большое сжатие и большой отскок, сценарий, в котором все начинается заново после того, как сжимается в точку. Через распад ложного вакуума, когда сама пустота перестает быть пустой и переписывает законы физики на лету. Через вечную хаотическую инфляцию Линди – бесконечный океан расширяющегося пространства, порождающий бесконечные пузыри вселенных. Через парадокс Грэнди и вопрос Лейбница «почему есть что-то, а не ничто?». Мы выяснили, что ответов много. И ни одного окончательного. Ни одной теории, которую все приняли бы без возражений. Ни одного экспериментального подтверждения, которое закрыло бы вопрос. Мы не знаем, что было за секунду до Большого взрыва. Мы не знаем, будет ли следующий цикл. Мы не знаем, есть ли за стеной реальности другие браны, другие пузыри, другие версии нас самих. Но вот что мы выяснили точно. Первое. Мы не знаем. И это нормально. Не знать – это не слабость. Не знать – это отправная точка. Каждое великое открытие в истории человечества начиналось с честного «я не знаю». «Я не знаю, почему падают яблоки» привело к закону всемирного тяготения. «Я не знаю, что такое свет» привело к квантовой механике. «Я не знаю, что было до Большого взрыва» приведет к новой физике. Может быть, через 100 лет, может быть, через 1000, но приведет. Второе. Масштаб не делает нас маленькими. Он не отменяет нашу значимость. Когда мы узнали, что Земля не центр Солнечной системы, человечество не исчезло в приступе нигилизма. Оно построило телескопы, изучило орбиты планет и полетело в космос. Когда мы узнали, что наша галактика – одна из сотен миллиардов, человечество запустило Хаббл, Джеймс Уэбб и другие обсерватории, которые показали нам Вселенную в невероятных деталях. Масштаб – это не угроза. Масштаб – это приглашение. Приглашение смотреть дальше. Третье. Ты – Вселенная, которая познает саму себя. Не в переносном смысле. В прямом. Атомы твоего тела были выкованы в звездах. Твое сознание продюдится продукт эволюции материи на протяжении миллиардов лет. Ты – способ, которым космос смотрит на себя. Способ, которым пространство спрашивает «а что там за моей границей?». Способ, которым время оглядывается назад и пытается вспомнить, что было до того, как оно началось. Это не делает тебя Богом. Это делает тебя свидетелем. А быть свидетелем великого – это уже привилегия. Четвертое. Даже если наша Вселенная лишь одно звено в бесконечной цепи, даже если через триллионы лет все исчезнет и начнется заново, этот момент не становится менее реальным. Твоя жизнь, твоя любовь, твой смех – все это происходит прямо сейчас. Не в прошлом цикле, не в следующем, сейчас. И никакой большой отскок, никакая мультивселенная, никакой распад вакуума не может этого отменить. Закрой глаза на 10 секунд, сделай глубокий вдох, выдохни. Еще раз. Представь, что ты стоишь на краю видимой вселенной. Вокруг тебя – галактики. Они улетают прочь все быстрее и быстрее. Расширение ускоряется. Под тобой – ничто. Над тобой – ничто. Ты один между бесконечностью прошлого и бесконечностью будущего. Страшно? Да. Ощущение одиночества? Да. Ощущение малости? Да. Но в этом страхе, в этом одиночестве, в этой малости есть что-то удивительное, потому что ты есть. Ты есть в этой пустоте. Ты есть на краю бесконечности. Ты есть в точке, где бесконечная, холодная, равнодушная математика космоса породила нечто, способное на нее смотреть, способное ее понимать, способное задавать вопросы о ее происхождении. Мы – способ, которым материя познает саму себя. Карл Саган сказал это как поэтическую метафору. Но в свете всего, что мы сегодня узнали о квантовой гравитации, о петлях и струнах,
О циклических эонах и пузырях мультивселенной это звучит как факт. Материя достигла такой сложности организации, что в ней возникло самосознание. И это самосознание теперь смотрит на звезды и говорит: «Я знаю, из чего я состою. Я знаю, откуда пришли мои атомы. Я знаю, что через миллиарды лет они разлетятся и станут частью других миров. И в этом знании не горечь, а благодарность. Благодарность за то, что ты оказался здесь. В этот единственный, неповторимый момент между двумя вечностями. Между тем, что было до времени, и тем, что будет после времени. Твое сердце бьется 3 миллиарда ударов за жизнь. Твой мозг содержит 86 миллиардов нейронов, больше, чем звезд в нашей галактике. Твое тело состоит из атомов, которым миллиарды лет. Ты – звездная пыль, которая научилась думать. Ты – вселенная, которая на краткий миг стала человеком. Мы не знаем, что было за секунду до Большого взрыва. Возможно, никогда не узнаем. Возможно, этот вопрос лежит за пределами человеческого познания в принципе. Но знаешь что? Это нормально. Есть вопросы без ответов. Есть тайны, которые останутся тайнами. Есть границы, которые нельзя пересечь. И тишина по ту сторону этих границ не пугающая, не враждебная, не злая. Она просто тишина. Тишина между нотами симфонии. Тишина между словами поэмы. Тишина между 1 секундой до Большого взрыва и самим Большим взрывом. И в этой тишине не пустота. В этой тишине мы. Наши вопросы. Наше удивление, наше желание знать. И это уже много. Это уже все. А теперь открой глаза. Посмотри в окно, если можешь. Посмотри на небо, день сейчас или ночь, неважно. Там тот самый космос, о котором мы говорили. Тот самый, с расширяющимися галактиками, с умирающими звездами, с поющими черными дырами, с реликтовым излучением, которое помнит начало времен. Он не требует от тебя ответов. Он не требует от тебя ничего. Он просто есть. Как и ты. Просто есть. Прямо сейчас. В этот единственный неповторимый момент между двумя вечностями. И может быть этого достаточно. Может быть это единственный ответ, который нам нужен. Не тот, который мы искали, когда начинали. Не доказательство, не формула, не теория всего. А просто тихое, спокойное знание «я здесь». Мы здесь. Это происходит. И это уже чудо. Спасибо, что прошел этот путь. Космос продолжается, и мы продолжаемся вместе с ним.